Славочка сказал, что с небом будут происходить страшные вещи. Один слой неба сгорит. И он объяснил, вот как береста, говорит, сворачивается и горит, так, говорит, будет сворачиваться и гореть слой неба. Небо после этого примет другой вид, цвет другой. А облака будут как бы все ниже и ниже. И, говорит, настолько будут давить на человека, все сверху будет давить на человека, что человеку, говорит, так будет тяжело, такая, говорит, будет головная боль. А в воде Славочка сказал, что большая катастрофа для людей грозит, что воды не будет. Потому что Славочка сказал, что люди сами заразили воду. Он сказал, люди не понимают, откуда берется источник вод. Люди совсем этого не понимают. Славочка сказал, когда вода будет уходить, земля будет трескаться, и из-под земли на поверхность к нам полезет всякая гадость. Славочка сказал, люди даже не понимают, что находится под землей, что есть черви. Они как бы, их можно увидеть только в ультрафиолетовом излучении. Их на Востоке таких много. Вот, они, ну как-то люди видят, но которые люди видят и свидетельствуют, Славочка сказал, им не верят. А потом их будет много. Есть и змеи такие. Они, говорят, огромные, здоровые, говорят, такие по размерам. Но их можно увидеть только в ультрафиолетовом излучении. Вот. И потом он сказал, что в Турции есть тоже змеи такие же. Как бы люди еще и... Ну, некоторые знают, что они есть. Но, говорят, у этих змей, у червей, ну, они как и змеи, как черви, тут можно и так про них сказать. У них, говорят, уже целый род, огромный, говорит, вот этот род мелких-мелких зубов. Треугольничком такие, как у акулы. Вот, это, говорит, очень опасно. Они, говорит, таскают у людей, говорит, коров, животных таскают они у людей. Вода будет с поверхности земли уходить. Люди, особенно в центральной полосе России, там вода вообще будет уходить. Будет с каждым годом все жарче, а воды не будет. А люди будут рыть воду в надежде, что вот они дорыли. А, говорит, утром встанут, воды снова нету. Поэтому воду надо запасти. Славочка сказал, что вот этот период, когда человечество разделится, кто станет за Бога, а кто станет против Бога, вот в этот короткий период, те, кто за Бога, им хватит святой воды. Славочка сказал, что люди из-за золота убивают друг друга, гоняются за ним, обогащаются этим золотом. А потом оно, когда не будет воды, когда деревья перестанут расти, когда на огородах ничего никто не сможет вырасти, когда планета будет в таком запустении, вместо воды будет появляться на поверхность золото. Золота будет столько много, оно будет блестеть, как озерцо, что люди и подумают, может быть, там вода, а там золото. Пить будет очень хотеться, будет жара нестерпимая. И вот эта вода вонючая, как кровь, будет поставлена на это золото, чтобы хоть как-то ее подогреть, чтобы можно было ее проглотить, эту воду. А золото, он сказал, мамочка, будет строительным материалом будущего века. Когда сейчас появилось много литературы, когда сейчас более открыто стали говорить духовенство о катастрофе приближающейся, Славочка так же, как и другие, сказал, что наводнение планете не грозит, грозит ей пожар. Славочка сказал, местами будет мороз до минус 200 градусов. Я даже как-то и боялась это как-то сказать, потому что для меня это была просто настолько такая цифра невероятная.
Вот сейчас я говорю, что Славочка сказал, местами будет мороз. Оледенение местами грозит Сибири, как раз в тех местах, где живут мои родные. И, конечно, это для меня очень печально. И именно там еще упадет и кристаллическая решетка, что вот эти огромные глыбы льда будут падать с неба. Славочка сказал, что в космос летать нельзя. Когда ракета летит в космос, возвращаясь, она несет с собой невидимые кристаллы, которые оседают в одном из слоев атмосферы. Они имеют способность делиться, нарастать. И при определенных условиях они рухнут на Землю. Их больше всего будет над Сибирью. Он сказал, что это кристаллическая решетка. И если человек попал как раз вот такая структура, где-то она плотная, где-то вот так, как решетка. Если он попадет вот в это пространство, он еще имеет шанс выжить, то есть вылезти. Все остальное, как будет ледяное поле. И вот это ледяное поле, когда упадет, Славочка сказал, подавит, раздавит все. Заводы или что там будет, людей. И получится как бы лед с кровью. И Славочка сказал, этот лед, он в космосе не тает, он на Земле таять не будет. Он так и останется. Вот в разные стороны двигаться пласты земные. И, говорит, люди, говорит, сидят и вдруг смотрят, говорит, что памятник Каширину, который у нас здесь стоит, герою, и этот, говорит, памятник прямо, говорит, движется мимо их окон. Вот так вот будет как-то вот так вот ехать все, разъезжаться. По всей планете будет одно и то же. Одесса, сказал, разъедется так же. Огромные пласты, что она поделится на такие куски, говорит, начнет двигаться. Катастрофа будет на Черном море. Он объяснил так, что вот эта чаша, там, говорит, мамочка, вот такая слойка сероводорода и небольшая, говорит, слойка воды. Он именно сказал слойка. А по дну, говорит, моря лазят какие-то, говорит, микроорганизмы типа червей. Они, говорят, там большие. Вода, говорит, от них черная, мрачная. Вот. А наверху они поменьше размерами. И, говорит, вот они, все вот эти организмы, выделяют сероводород. И вот эта огромная чаша сероводорода, и наверху не такая большая слойка воды, оно, говорит, все взорвется. А так как по вине людей, на верхних слоях атмосферы, значит, скопились и химические отходы, всякие вот такие зажигающие, ну, как он выразился, я не помню, ну, в общем, скопились отходы. И получится, что когда будет взрыв на море, оно взорвется и небо, все будет гореть. Город Одессу, он сказал, спасет трубопровод, потому что там прорвет, там качают воду из Днестра, и там это прорвет и зальет этот горящий город. А страна, по-моему, Турция, он сказал, она частично просто испепелится. Частично. Вот это вот будет гореть. Конечно, все будет взрываться. И корабли, и суда, все будет гореть. Но не сразу море погибнет. Это будет только первый взрыв. Потом оно постепенно, это будет самый сильный, мощный взрыв. Потом оно постепенно будет гореть. И потом, Славочка сказал, этого моря не будет совсем. Его на планете больше никогда не будет Черного моря. Спросила, Славочка, а вот в Прибалтике они так яростно выступают против России, столько много недоброжелателей. Я говорю, они так вот это все говорят, или так телевидение показывает, я не знаю. Что у меня где-то, говорю, немножечко даже какая-то неприязнь появляется. Почему же так перед нами гордятся-то? А он сказал, мамочка, в Прибалтике будут тоже свои проблемы. Там, говорит, просто среди белого дня, ничего не предвещая, никаких вот, ну, ни прибора, ничего не показывают, вообще ничего. Все нормально и тихо. И вдруг поднимается огромная волна. Она идет на побережье Прибалтики, внезапно, при хорошей погоде. Она накрывает побережье Прибалтики и все уносит. И он сказал, говорит, мамочка, там один песочек только останется. Даже обломков никаких не будет.
Вот так смоет волна побережья Прибалтики. Так же будет во Владивостоке. И Савочка очень удивила. Как же так? Все смыто, а фонарный столб, который при советской власти ставили, остался. Вот. И он все смотрел и смотрел, как же он так остался, этот фонарный столб. Ну, в общем, вот такие поднимутся волны. То есть все это ведь в Библии написано. То есть он просто подробно об этом говорит, как оно все будет. Что это не будет там предвещать какие-то там землетрясения или еще что-то. Поднялась волна, пошла волна, все смыло и ушла. Что в Америке взорвут 2 одинаковых дома. Когда я увидела взорванных вот этих 2 дома, потому что они всегда делают какие-то фильмы и как бы заранее тоже все это показывают. И вот смотришь и не веришь в реальность происходящего. Это было настолько фантастично и неправдоподобно, что я с трудом переварила, что это все-таки правда. И думаю, ничего себе, я увидела тогда только впервые, что дома-то эти действительно одинаковые. Вот посмотрела, думаю, ничего себе, Славочка, когда ты это все видел. Из-за того, что люди так, Славочка сказал, вольно пользуются землей, роют вот эти карьеры, добывают мрамор, золото, нефть, газ, образовались огромные пустоты. То есть, если они раньше эти пустоты были закрыты, все уплотнено, то сейчас в эти пустоты, из-за того, что люди все это повыкопали, взрыхлили, будет проваливаться земля при потеплении климата. Она будет проваливаться на огромную пустоту. И люди, оказавшиеся в таких провалах, где выкачивают нефть, они, говорят, уцелевшие некоторые, они, говорят, поднимут голову и посмотрят, что на такую глубину они упали, что там небо над головой, как маленькое-маленькое облачко. И провалы, и дно вот этих всех провалов, оно, говорит, мамочка, сухое. И даже обнажится основание земли, вот эти белые сталактитовые столбы, на которых она стоит, эта земля. Вот. Даже, говорит, они увидят глазами вот основание земли, на такую глубину они будут проваливаться. И как бы сверху будут падать, и земля будет падать, и камни будут падать вот сверху. И он рассказал такую историю. Вот идут, говорит, по дну вот такого провала 2 уцелевших человека. Они с одного города. Они идут и разговаривают. Один шел впереди, обходя камни, другой шел сзади. И этот, который идет впереди, он разговаривает, говорит, и слышит, говорит, второй не отвечает. Он поворачивается, а его уже нету. То есть его убило вот этим летящим сверху камнем. Его убило. Он, говорит, остался один в этой каменной ловушке. Он, говорит, видит, летит, говорит, огромный камень. И он, говорит, к нему подбежал и подставил свою голову. Вот в таком бедственном положении будут находиться некоторые люди. Затем он сказал, что в Америке взорвут мост. Мост особого такого стратегического значения не имеет. И он, говорит, и так в слабом состоянии находился. Но они, говорит, помогут злоумышленники ему именно побыстрее частично разрушиться. И вот вы не знаете, я недавно просто узнаю, что он частично разрушен мост.
И Славочка сказал, что они подумают, что он сам разрушился. Но мысль, говорит, будет у некоторых, что помогли. Но все-таки решат, что сам. А все-таки его разрушить помогли. И я это видела, этот мост уже. Убивая птиц, мы сокращаем время, приближая конец. Славочка сказал, время и так будет сокращаться очень быстро. День будет очень короткий, все короче и короче. И времена года будут сменяться все быстрее и быстрее. Славочка сказал, что в Израиле начнется война. Она, говорит, будет настолько, говорит, жестокая война, что мусульмане-арабы, он так и сказал, мусульмане-арабы захватят Иерусалим, захватят Израиль. И Славочка сказал, что во время этой войны израильтяне, это его слова, он с восхищением сказал, говорит, мамочка, они проявят чудеса храбрости. Он так сказал, чудеса храбрости. Его поразило, обрадовало, что вообще человек храбрый такой. Вот, говорит, они проявят чудеса храбрости, но они все равно будут побеждены арабами, мусульманами. И, говорит, мусульмане очень сильно осквернят святыни христианские, чем очень сильно прогневают Бога.